Всем привет! Сегодня в меню невероятно ароматные куроки с грибами. Давайте начнем. Итак, для начала приготовим грибы. Сегодня у меня 4 разновидности. Маитаке, шимеджи белые, шимеджи коричневые и seafood mushroom. Но я вам предлагаю использовать абсолютно любые, включая даже портобелло. Они невероятно пахнут. Все грибы порубить достаточно мелко, кубиками 5 на 5, 7 на 7 мм. Собрать их в мисочку, перемешать и продолжим уже на плите. В вок нальем масло для жарки немножко. Высыпаем грибы. Добавим соль, белый перец, гранулированный чеснок, гранулированный лук. Все подробные пропорции смотрите в описании к этому видео. Готовятся они минут 10-15. Уберите грибы остывать. Картошку помыть, почистить, порезать для варки пюре. Я обычно добавляю в воду лук, так картошка меньше будет пахнуть землей. Лук выбираем, картофель процеживаем. Добавляем сливочное масло, я добавляю соленое. Немного сливок. С помощью масла и сливок консистенцию вы регулируете сами, в зависимости от того, насколько кремовыми вы хотите получить куроки. Вы также можете усилить вкус гранулированным чесноком, гранулированным луком и сельдереевой солью. Смешайте пюре с уже охлажденными грибами и уберите на час в холодильник. Тем временем можно взбить яйца, добавить туда немного воды, буквально пару столовых ложек. Итак, у нас сет. Уже подготовленная масса для куроки, вода, для того, чтобы было легче их лепить. Кстати, куроки, как вы поняли, это не исконный японский рецепт. Это одно из тех блюд, которое было одолжено из-за рубежа в эпоху реставрации Мэйджи, или как еще называют эту эпоху Мэйдзи. Так вот, страной происхождения была Франция, а блюдо называлось крокеты. И я бы сказала, они не просто одолжили это блюдо, они его улучшили и подняли на абсолютно другой уровень. Мука как промежуточный этап для обваливания. Итого у меня получилось 12 крокетов. Теперь у нас в кадре яйца и свежие крошки панко. И да, в японской кухне я никогда не использую панко из упаковки. Я либо пеку хлеб сама, либо, если я очень сильно спешу, покупаю в магазине и пропускаю через кухонный комбайн. В каждой коробке окунуть в яйцо.
обвалять в крошках. Масло для жарки налить в вок, глубиной около 2 см больше не нужно. Температуру проверяем деревянными палочками, масло вокруг них должно зашипеть, либо можно бросить крошку-панку. Коробки выкладывать по одному, оставляя между ними пространство в пару сантиметров. Обжарить их с 2 сторон до красивого коричневого цвета. Готовые крокеты доставать на бумажное полотенце, дайте им немного просушиться. В промежутке между жаркой чистите масло шумовкой. Коробки обычно сервируют с капустой. Так как мне в этот раз хочется больше зелени, я еще настружу огурец. И помидорчик для украшения. Вот так это выглядит. Подаются также коробки с соусом тонкацу. Ссылку я оставлю в правом верхнем углу экрана. Спасибо за просмотр. Всем итадакимас. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии. До новых встреч!